Привет, друзья! Как я говорил в конце прошлого ролика, я продолжу обзор еще 4 марок автомобилей, которые сыграли значимую роль в становлении автопрома Российской империи. Это автомобили Леснер, Пруса Бьюер, Пруса Балт и автомобили Пузырева. Через 2 года, в 1904 году, в России появилась и первая пожарная машина. Изготовили ее на фирме Леснер, где до этого выпускались грузовые и легковые автомобили, а также автобусы. И была она изготовлена по заказу Александра Невской пожарной части Санкт-Петербурга. Ее конструктор уже на тот момент известный в России и за рубежом Борис Слуцкий. Еще в апреле 1901 года 2 его 5-тонных грузовика и 1 легковая машина устроили тест-драйв по Невскому проспекту и были продемонстрированы императору. Однако именно 2-тонный пожарный Леснер считается первым автомобилем, полностью собранным по чертежам Луцкого в России. Модель была рассчитана на 14 человек пожарной команды и развивала скорость до 25 км в час. Другой Леснер, темно-зеленый лимузин 1907 года, стал одним из обитателей густонаселенного гаража Николая II, страстно любившего автомобили. Из-за сходства конструкции и внешнего вида эту машину назвали русским Мерседесом. В том же 1904 году московская экипажная фабрика Ильина начала изготовление кузовов для автомобилей разных марок, среди которых особое предпочтение отдавалось машинам небольшой французской фирмы Ля Бьюер. В 1910 году в Москве из импортных частей начала сборка этих автомобилей с кузовами российского производства, получивший марку Пруса Бьюер Ильин. Среди них была штабная модель 2535 с открытым 5-местным кузовом работы Ильина, дополнительной фарой, емкостью для бензина и корзиной для офицерских шашек. В 1912 году она даже участвовала во всероссийском пробеге военных автомобилей. Также экипажная фабрика Ильина выпускала из полученных от Ля Бьюер основных узлов и агрегатов ходовой части почтовые фургоны. На шасси этой фирмы фабрика также построила санитарный автомобиль, который был создан при помощи доктора Поморцева в 1913 году, то есть в канун Первой мировой войны. Оборудованный по последнему слову медицинской техники передвижной автомобильный лазарет был представлен в качестве экспоната на 4-й международной автовыставке, где привлек большое внимание не только российских заинтересованных ведомств, но и различных зарубежных представителей. Русабалт была самой, наверное, популярной маркой автомобилей в царской России. Впервые выпущена была в 1909 году. Основных моделей было 2 – S и K. Первая покрупнее и помощнее, с расчетной мощностью двигателя 24 лошадиной силы. Второй поменьше, с 12 лошадьми под капотом. Русабалты были автомобили мирового класса. Об этом свидетельствует, к примеру, победы на гонке Санкт-Петербург-Монако в 1912 году и 1913 году. А также тот факт, что Русабалт стал первой машиной, покорившей Везувий. Вообще автомобиль оказался одним из самых надежных в мире. И заканчивает наш обзор автомобилей Российской империи до 1917 года автомобилей Ивана Пузырева, который он выпускал с 1911 года. Именно он задался целью собрать полностью российский автомобиль, чтобы каждая деталь его была произведена не за рубежом, а у нас. Правда, и этого Пузыреву было недостаточно. Он с нуля разработал собственную конструкцию, правда, все-таки взяв за основу американской КАЗа. В отличие от конкурентов, инженер-энтузиаст не гнался за выгодой, а все производство подчинял поставленной цели – созданию собственного отечественного автомобиля. Он усовершенствовал коробку передач, сделав ее более надежной в сравнении с другими, в том числе и зарубежными. Из-за производственных затрат цена автомобиля Пузырев 2835 составила 8 тысяч рублей, что превысило даже цену недешевых Русабалтов. Машина была надежной, но громоздкой. Все это не прибавляло ей популярности. Да и в прессе патриотический автомобиль не взлюбили. Называли его кустарщиной и сравнивали с худшими иностранными моделями. К неудачам на рынке прибавилось невезение. В январе 1914 года
на заводе Пузырева случился пожар, уничтоживший 8 собранных машин и 15 комплектов деталей, приготовленных для сборки. А в сентябре инженер-патриот умер. Из этого обзора можно сделать вывод. Хоть в Российской империи были достойные автомобили, которые могли конкурировать с лучшими автомобилями Европы и Америки, но они не вышли на мировой уровень. В этом причин было очень много. Некоторые из причин – это, наверное, революционное настроение людей, также нехватка денег, а может просто невезение. И если мой обзор вам был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего, пока-пока.